Вчерашний студент, завтра профессор. А что? Чем черт не шутит? Может быть, действительно, сегодня вы студент, а через несколько лет станете преподавателем вуза, ассистентом, а потом и профессором. Сегодня поговорим о преподавателях вуза, о иерархии, существующей в вузе, о том, что такое ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, что такое кандидат наук и что такое доктор наук. Дорогие друзья, современный способ изучения микробиологии – это наш видеоканал «Популярная микробиология и ЗОЖ». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Преподаватель вуза – это всегда его вчерашний студент. Но несмотря на молодость и отсутствие опыта, даже ассистент должен быть на голову выше тех, кто собрался в аудитории для занятий. Педагогической деятельностью люди занимались и в древности, в Египте и в Риме. Первые университеты возникли в IX-XI веках в Салерно и в Париже. А современные вузы Оксфорд, Кембридж начали появляться с XII века. Какие иерархии существуют в вузе? Это отнюдь не школа. Первая ступень – ассистент. Это может быть даже бывший выпускник, который хорошо себя зарекомендовал. Но даже ассистентом становится на конкурсной основе, и ученый совет вуза тайным голосованием утверждает кандидатуру. Старший преподаватель – это уже обязательно кандидат наук, который защитил диссертацию по научной теме, а это дело очень непростое и затратное. Оно требует самоотдачи, энергии, творческого мышления и оптимизма. На подготовку и защиту диссертации уходит от 3 до 5 лет творческой жизни. Еще выше – доцент. Это обязательно кандидат наук, который ведет научную работу, пишет статьи, руководит аспирантами, читает лекции. А высшая ступень иерархии – профессор. Но, чтобы стать профессором, надо написать научный труд, монографию или защитить серьезную научную работу, докторскую диссертацию, на выполнение которой у некоторых уходят не только годы, но и десятилетия жизни. Большинство преподавателей останавливаются на рубеже доцента, но дорогу осилит идущий, и лишь самое-самое поступают в докторантуру и получают звание доктора наук. Если доктор наук подготовил 3 учеников к защите кандидатской диссертации, то он может быть удостоен профессорской должности. Найти место в вузе непросто. В столичных вузах на это уходят годы. А как же с педагогической деятельностью? Ведь на педагога учат только в педагогическом вузе. Для этого в вузе каждые 3-5 лет преподаватель проходит подготовку по педагогике, отвечает на тесты, пишет реферат, сдает зачет. А еще требуется сертификат специалиста по основной профессии и тоже переподготовка каждые 5 лет. Каждый преподаватель должен выполнить учебную нагрузку 900 часов в год. Это практические занятия, лекции, консультации и, конечно, экзамены. Что можно сказать? Хорошего, талантливого преподавателя помнят всю жизнь. В противном случае лишь формально посещают лекции и с нетерпением ждут их окончания. Нельзя останавливаться и прекращать следить за новинками в своей области. Надо быть увлеченным и своей увлеченностью заразить студентов.
вопрос зарплаты. Ассистент 15-17 тысяч в месяц. Профессор 45-50 тысяч. Если преподаватель владеет английским, то занятия с иностранными студентами дадут существенную прибавку. Если у вуза достаточно финансирования, то возможны премии в конце года. Многие преподаватели, чтобы свести концы с концами, занимаются репетиторством или берут дополнительную ставку. То есть работа бесспорно престижная и уважаемая, но вопрос денег здесь вторичный. Большой плюс всегда летний отпуск, 56 рабочих дней. Если такая перспектива вас устраивает, то идем в научный кружок, ведем исследовательскую работу, пишем статьи еще в студенчестве. А впереди большой труд и длинная дорога. Перед глазами неунывающие, иногда любознательные, иногда ленивые, но всегда такие юные студенты. Если это для вас, то вперед. Благодарю за внимание.